Друзья, всем привет! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий. Сегодня 10 апреля 2023 года. И сегодня я предлагаю вам прогуляться по Ирпеню вместе со мной. Сейчас в Ирпене прошел большой дождь, на улицах лужи. Я в восточном районе Ирпеня, который называется СМУ. И хочу начать с хорошей новости. Посмотрите, это лицей номер 3 в Ирпене. Раньше просто была 3-я общеобразовательная школа. Эта школа практически вся сгорела изнутри во время боевых действий. И вот сейчас ей вплотную занялись, ее начали восстанавливать. Вы видите, здесь стоит техника ремонтная, трактора, машины что-то разгружают. Я видел, как здесь выносили мусор. То есть началась активная работа по восстановлению колледжа. Я хочу сегодня пройтись по этому району. Это восточный район Ирпеня. Он самый пострадавший все-таки в Ирпене. В прошлом видео я вам показывал район, который был тоже подвержен повреждениям в домах. Там всякие отверстия сквозные были, но там было меньше полностью разрушенных домов. А вот в этом районе очень много домов, которые вообще не подлежат восстановлению. Сейчас мы будем идти, я вам буду показывать это. Этот дом частный, он до сих пор стоит в таком же состоянии, как и был, когда его год назад разбомбили. И таких домов здесь полно, но просто есть даже целая улица, мы к ней придем, и я вам еще более подробно покажу, как там все сейчас выглядит. Зеленский подписал закон номер 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного имущества и порядок компенсации за него от государства. Это будет компенсация исключительно за имущество, поврежденное с 24 февраля 2022 года. И закон будет действовать в течение 3 лет после прекращения или отмены военного положения на той территории, где находится объект. То есть вот за такие объекты, а здесь стоял магазинчик или 2 магазинчика, будет потом начисляться компенсация от государства. Те, кто знает Ирпень, возможно, узнают это место, но на самом деле вряд ли, потому что эта куча мусора лежит на том месте, где была 9-этажка панельная, которая полностью выгорела, ее не смогли, то есть ее сочли невозможно реставрировать и просто снесли. И теперь здесь вот такая вот гора лежит, и эту гору будут куда-то увозить потихоньку, но пока она лежит в таком состоянии. Год назад, где-то в конце марта, в этих местах происходили страшные события. Здесь шли бои, в результате которых было очень много домов разрушено. И они тут стоят практически в том же состоянии, в котором были на тот момент. Немножко мусор поразгребали, позаколачивали окна. Вот, к примеру, это была аптека. Здесь были открытые окна, я даже заглядывал, там столы стояли. Вот она, взрывная волна, полностью вынесла эту стеклянную дверь. Куски валяются. Здесь вот после взрыва, видимо, никто ничего не делал. Так все и стоит. Во многих местах уже поубирали, а здесь все по-прежнему. И все это так вот сейчас заморозилось и стоит. Ждут, когда государство выделит средства, потому что у людей, конечно же, нету. Это же большие деньги, восстановление домов. Но есть хорошие новости и на этот счет. Сейчас я вам прочитаю. В одном из телеграм-каналов ирпенских я нашел такое сообщение, что Киевская областная государственная администрация осмотрела часть микрорайона Ирпенская СМУ. Это именно тот микрорайон, в котором я сейчас нахожусь. Вот, для планирования, проектирования и восстановления домов. То есть Киевская областная
государственная администрация будет заниматься восстановлением домов в Ирпене. Вот, и они хотят сделать проекты, документацию, привлечь финансирование из потенциальных источников фонда энергоэффективности международных и гуманитарных организаций всяких. Ну а поскольку я сейчас возле торгового центра, который называется White House, то я хочу похвастаться тем, что его таки восстановили. Он теперь как новенький, хотя был очень разрушен. Ну, просто все внутри выгорело, тоже стены были черные, стекол здесь не было. В общем, за этот магазин я рад. Его уже сделали. И, пожалуй, это один из немногих объектов, которые восстановили. Но это коммерческий объект. У хозяев были, видно, деньги. И все-таки для того, чтобы магазин работал, то его восстановили. Вот сейчас прохожу мимо палатки, в которой, куда люди сносят волонтерскую, ну, свои вещи, для того, чтобы кто-то другой мог прийти и взять здесь теплые вещи, обувь. Просто одежда. Вот тот, кто нуждается, приходит сюда, выбирает. Мы тоже порылись в своих шкафах и принесли сюда несколько курток зимних, которые уже годами лежат, и мы их не носили. Но они еще в хорошем состоянии, поэтому мы их сюда принесли, положили. И, возможно, люди уже их забрали. Так, друзья, я тут прохожу мимо вот этих вот домов, которые все еще в таком состоянии. Насколько я знаю, именно этот дом не будут сносить. А вот дома, которые здесь по соседству, вот я захожу во двор, и по левую руку от меня вот этот дом, он подлежит сносу. Пока его еще не разрушают. Посмотрите, какой он весь выгоревший. Просто это панельный дом, и бетон не выдерживает такого накала, скажем так, температур, и становится хрупким. Поэтому в таких домах опасно жить. И вот еще один дом впереди, который тоже будут сносить. Стоит черный. Сейчас я немножко приближу вам, на окна покажу. Вот, посмотрите, такая некрасивая картина здесь. Но, насколько я понимаю, компенсация будет в будущем жильцам. За это выдадут новое жилье, построят новое жилье, возможно. Но когда это будет, мы не знаем. Все зависит от итогов окончания этой войны. Давайте пройдем дальше. Друзья, напоминаю, это самый разбомбленный в Ирпене район. Сюда как раз и приезжал Макрон с Шольцем, когда они приезжали в Киев, заезжали в Ирпень, они ходили вон там впереди и рассматривали те дома. Так, иногда хочется чуть-чуть детальнее это все показать, но не знаю, мне кажется, мы уже перенасыщены информацией о разрушениях и всей этой печалью, которая творится вокруг. Поэтому мне бы хотелось больше показывать чего-то хорошего и положительного. Но на самом деле здесь у нас именно в этом районе мало положительного, мало восстановленного. Поэтому буду рассказывать только о том, что предполагается. Смотрите, впереди тоже есть дома пострадавшие. Вот, видно выбитые окна, полностью туда влетали снаряды какие-то. Стоят и машины здесь еще разбитые. Давайте вспомним. Ну, посмотрите, вот прямо начиная с этой машины, вот она немножко повреждена, стоит здесь уже давно. Это тоже вся в отверстиях, стекло у нее выбито. Лобовое, колес нету. Эта машина вся посечена осколками. Все вот так вот оно и стоит до сих пор. За машины, кстати, не знаю. Ну, тоже, возможно, будет какая-то компенсация людям, которые потеряли в результате боевых действий вот свое имущество. Вот еще одна машина здесь такая разбитая.
И вот здесь котлован. Котлован — это вырыт на месте снесенного уже дома. В этот дом еще в первых числах, наверное, марта, да, в первых числах марта 2022 года авиабомба попала. То есть летели российские самолеты, скинули 2 бомбы, и одна из них попала именно в этот дом. И вот даже следы остались на торце следующего дома от этой авиабомбы. Этот дом вообще снесли как непригодный. Остальные вокруг вроде как еще стоят. Именно здесь Макрон и Шольц ходили, с печальными лицами рассматривали, что случилось с Ирпенем. Вот видите, а тот дом даже не накрыт еще. То есть он без крыши стоит, крыша сгорела. И таких домов полно. Это я вам показываю сейчас многоэтажные дома. А еще есть целая масса, вот там через дорогу, целая масса домов частных. Ну, я подойду ближе немножко, потом покажу. Это издалека, просто как силуэты. Так интересно, сейчас был сильный дождь. Было вообще темно. Просто я не ожидал, что смогу еще снимать видео сегодня. И тут вдруг вышло солнце, стало так ярко, красиво. И я решил все-таки снять для вас видео. В Киев не поехал, но, по крайней мере, у себя, вот рядом с домом, поснимаю. Так, друзья, это жилой комплекс, который называется Ирпенские Липки. Тоже один из самых известных. Его часто показывали во всяких новостях. Красивый был жилой комплекс, но он оказался монолитно-бетонной конструкции. Монолитно-каркасной, правильно говорить. Поэтому каркас остался целым, и его могут восстановить. Его не будут сносить. Сейчас я с этой стороны покажу вам. Здесь вот висят баннеры такие рекламные, которые говорят о том, что эти дома будут все-таки восстанавливать и собирают деньги на восстановление. Вот здесь координаты есть, QR-код, и еще какой-то счет опубликован. И там наверху тоже есть счет, на который можно перечислять деньги для того, чтобы помочь этому жилому комплексу с восстановлением. Один из самых пострадавших в Ирпене жилых комплексов. Побитый весь. Ну и, как обычно, машины здесь рядом. Их здесь стало меньше, чем было раньше. Но все равно эти две по-прежнему стоят. Вот, друзья, я уже тоже раза 2 показывал этот дом в разных видео. Возможно, не показывал его еще в такую солнечную погоду. Но это не делает его краше. Все-таки все равно страшная картина смотреть на это. Этот дом видно издалека, его видно из Бучи, из-за озера, откуда и стреляли по нем. В Абхазии есть дома, которые после российской оккупации вот так и остались на всю жизнь. Стоят вот такие страшные. Надеюсь, у нас это не будет на всю жизнь. Надеюсь, все-таки через какое-то время эти дома начнут восстанавливать. И снова поселятся в них люди. И снова Ирпень оживет. Ирпенские Липки назывался этот жилой комплекс. Ну, в принципе, называется. Он до сих пор жив, и его восстановят. Теперь я хочу пройти на ту сторону дороги и зайти туда, вглубь частного райончика. В предыдущем видео про Ирпень я показывал другой район, который находится в противоположной части Ирпеня. Ну и там было мало частного сектора, там я больше показывал большие дома, в которых были прилеты и которые уже во многих местах залатали. И тогда многие там писали, что вот Ирпень не выглядит таким-то уже разрушенным. Но, друзья, в этой части Ирпеня
все выглядит гораздо хуже. Почему я не хотел его долго показывать? Потому что я надеялся, что к этому времени уже будет многое сделано. И можно будет показать то, что отремонтировано, то, что восстановлено. Но ждал я, не дождался. Увидел новости о том, что принято решение о восстановлении. Ну и решил вам показать, что вот запомните эти дома такими. И какое-то время пройдет, и эти дома снова станут новенькими. С ними, возможно, поступят так, как поступили с домами в Буче на улице Вокзальной. Там некоторые дома посносили вообще и построили на их месте новые. А некоторые дома просто восстановили на прежних стенах, на прежних фундаментах, построили, ну, как бы новые крыши и внутренний ремонт. Здесь кто-то чего-то ремонтирует. Смотрите, видимо, люди живут в этом фургончике, который во дворе стоит, а пытаются как-то восстанавливать дом. В общем, здесь вся улица такая. Некоторые люди, которые нашли средства, сами перекрыли крыши. Мне кажется, вот этот дом был тоже побит, без крыши. Да, даже видно, вот новый шифер здесь, там частично старый. Ну, а некоторые не нашли средств. Еще немножко пройду, друзья, по этой улице, чтобы вы могли воочию увидеть, что до сих пор дома стоят в таком вот состоянии. Где живут сейчас эти люди, я не знаю. Сейчас поговорил с девушкой, которая здесь прогуливается с ребенком. Спросил, знает ли она что-нибудь. Ну, говорит, да, обещают компенсации потом, когда... Ну, все очень размыто, то есть непонятно, когда это будет. Но люди ждут. Посмотрите, здесь, ну, буквально каждый дом, все дома разрушены. Но поскольку стоят машины рядом, то я полагаю, здесь... А, люди в вагончиках, она сказала, живут люди в вагончиках вот таких, видите, вот это вот. Это их временное жилье. Вот за забором. Маленький такой желтенький вагончик, там люди прямо и живут сейчас. Что здесь происходило? Это просто ужас. Я не могу даже представить. Так, здесь лужи поналивало такие. Я дальше, наверное, и не пройду. Все побито. Печаль. Ну что, здесь я пришел в тупик. Насколько я вижу, эту лужу я не смогу обойти. Там дальше улица кончается. Давайте на конец видео я вам покажу красивые кадры из озера. Пойдемте. Вот оно, наше озеро. Сейчас после дождя оно такое безмятежно-зеркальное. Очень неожиданно. Тихо так. Ни одной волны. Рыбаки где-то рядом разговаривают. И дети. Птицы поют, весна. Меня иногда умиляют рыбаки. Для того, чтобы сидеть и тихо-тихо рыбачить, они могут сделать что-нибудь такое уникальное. Какие-нибудь кладки себе построить. Какие-нибудь вот такие накрытия, шалаши создать себе на природе. Для того, чтобы сидеть вот здесь уютно, на этой лавочке. И вот с таким видом, посмотрите. Как же классно, да? Сидишь, просто божественно, друзья. Такая гладь воды, спокойно, птички поют. Тишина, красотень. Я просто в шоке. Вот это место.
я отыскал. Хоть не показывай никому, ходи сюда каждый день. Вот там я был, видите, это Ирпенские Липки. Вот тот дом разбит, отсюда стреляли, кстати. Вот теперь посмотрите, девятиэтажки видно, которые будут сносить на 10-й линии возле Пчелки. И вот дома напротив. Просто как в зеркале отражаются, красиво очень. Жаль только вот этот White House, который правее сейчас, он все еще не восстановлен, все еще в дырках, побитый весь. А тот, который дальше, красноватый, он уже все отремонтирован, он тоже был пострелян. Там я показывал в одном из видео, у друга моего квартира есть. Ему в крышу прям прилетело, и это именно в том доме было. И все, он уже делает ремонт на финальной стадии, обои клеит сейчас. И передает большую благодарность тем людям, которые помогли ему тогда с деньгами. Мы собирали деньги ему на ремонт. И ремонт получился. Уже скоро все, он заселится. Все, друзья, я думаю, не ошибусь, если скажу, что самое главное сейчас для всех людей, которые живут в Украине, это мир. Чтобы закончилась эта трижды клятая война. Поэтому желаю всем, чтобы мир настал как можно быстрее, чтобы все наши солдаты вернулись домой, чтобы все занялись строительством, созиданием, а не разрушением. И чтобы мы как можно быстрее забыли про этот весь кошмар. Я с вами прощаюсь, до следующих видео, а сам останусь здесь, в этой хибарке, посижу минут 10, посмотрю на эту красоту.